Итак, мы продолжаем наш курс, и сегодня мы откроем очень такую важную тему. Мы будем уже разбираться более детально с тем, какая бывает осанка, какие бывают нарушения. И сегодня мы рассмотрим очень важный регион, регион таза. В общем, таз играет роль, если вы помните, вот пример про Пизанскую башню. Так вот, таз играет, регион таза играет роль фундамента. Если фундамент чуть-чуть просел, все, здание поехало. И вот я еще не встречал ни одного человека, у которого не было бы проблем с тазом. То есть всегда есть какие-то нарушения с тазом. И вот тазовый регион создает основные проблемы. Да? Если вы научились решать проблемы таза, исправлять, то вы будете решать половину проблем возникающих. То есть мега важный регион. И давайте мы рассмотрим, значит, какие бывают вообще изменения осанки в тазовом регионе. Ну, их на самом деле всего 4. Давайте я их зарисую, запишу. Первое — это наклон таза вперед. Вперед-назад, да. Наклон вперед. Назад. В основном наклон бывает вперед, назад бывает редко, но бывает. Назовем его просто наклон вперед-назад, да. Каждый раз мы будем говорить наклон вперед или наклон назад. Но это, в принципе, как бы из одной оперы. Второе — это боковой наклон. Третье – это скрученный таз. Я сам придумал это название, и вы дальше поймете почему. Ну и четвертый – это открытый таз. Вот есть такие 4 нарушения таза, и они могут комбинироваться. Например, вы можете видеть самое частое там наклон таза и скрученный таз. В общем-то, это всегда идет вместе. Скрученный идет с наклоном вперед-назад. Может быть наклон вперед и боковой наклон одновременно. Может быть наклон вперед и открытый таз. И также все 4 могут присутствовать одновременно. Вот. Но это уже сложная ситуация, которую сложно разобрать. Но для того, чтобы научиться это видеть в реальной ситуации, нам надо научиться видеть все это по отдельности. И вот когда мы умеем видеть все по отдельности, потом мы сможем видеть, как соединяется, как наслаивается одно нарушение на другое, и каким образом, это отличить, что делать, и так далее, и так далее. Поэтому мы пойдем от простого к сложному. Начнем разбирать сначала наклон таза вперед. Это самая такая распространенная вещь. Практически у всех встречается. И у этого есть своя причина, и это сидячий образ жизни. Давайте все по порядку, я все расскажу. Что такое наклон таза вперед? Назад тоже встречается, но крайне редко. Я у одного только, наверное, видел, может быть, у двоих. 95-99% это наклон таза вперед встречается. Что это такое? Это вращение таза вперед относительно в тазобедренном суставе относительно бедренной кости. Давайте я нарисую, чтобы это все было понятно. Я буду рисовать крупно, чтобы было видно. Допустим, и рисую это все условно. Все рисую условно. Допустим, вот это таз.
Вот эти черточки будут означать ЗВПО. Передняя и задняя. То есть передняя подвздошная ось и задняя подвздошная ось. ЗВПО, передняя подвздошная ось, задняя подвздошная ось. Ну вот так. То есть что это такое? Это вот такие косточки, которые мы видим на тазу. Я, пожалуй, сейчас вам покажу это на модели. Что такое ЗВПО? Да? Где показать лучше? Ну, давайте вот так и посмотрим потом. Значит, вот это передняя подвздошная ось. Вот. Их легко прощупать, да? А вот это задняя. И наклон таза вперед — это вот такой вот наклон вперед. Осью вращения является тазобедренный сустав. То есть вот такой вот наклон. Если живьем, то это выглядит вот так. Ну, не очень видно, ну ладно. Так, куда ее повесить? А вот сюда положу. Итак, что такое будет наклон таза вперед? Вот она ось вращения и вот такой вот наклон. Ну, по-моему, это очень все просто. Давайте нарисую, как это будет выглядеть. Ну и в дальнейшем я, когда буду рисовать, вы будете уже четко понимать, что это такое. То есть вот была эта точка вот здесь, стала вот сюда. Вот. Вот это наклон таза вперед. Ну, соответственно, наклон таза назад. Это будет противоположная ситуация. Вот так. В общем-то, ничего сложного тут нету. Все это знают. И это просто. Значит, к чему приводит вот этот вот наклон таза вперед? Давайте вот здесь вот покажем. Вы уже помните, что это приведет к нарушению равновесия. И, соответственно, давайте я вот здесь нарисую. Соответственно, будут компенсации тела.